Итак, всем привет, с вами IG Daily. Сегодня мы берем интервью у моей подруги Насти, мы уже знакомы 11 лет, наверное, да, познакомились через Инстаграм, через жену и всех остальных. Настя — это тот человек, который всегда меня вдохновляет, какие бы у нее проблемы ни были, всегда она справляется с ними и всегда находит выход, и всегда продолжает дальше жить и радоваться жизни. Привет! Привет! Спасибо за такой интро. Да. Вот. Ну, первый вопрос сразу я хочу задать. Вот, Настя, ты же не была рождена в Германии? Нет. А как ты попала в Германию? Моя история такая долгая, но попала я в Германию по учебе. Я вообще родилась в России. И моя семья эмигрировала в Израиль, так как после распада Советского Союза моя семья решила что-то менять. И так как у меня по папе еврейская линия, мы с семьей решили эмигрировать в Израиль. Там я просто выросла, ходила в школу. Это, в принципе, моя родная страна. Но в 18-19 хотелось что-то поехать в Европу, попутешествовать. И я решила начинать искать, где поступать, какой университет в Германии. И так и попала в Германию, можно сказать. По учебе начала учиться в Магдебурге на бакалавр. Да. А что ты заканчивала? Какая у тебя специальность? Я экономист, менеджмент и экономика. Ну, это очень интересный путь. И получается, ты приехала в Германию и здесь жила и работала, да? Сколько у тебя гражданства, скажем так? Ну, до гражданства было еще далеко, когда я приехала учиться. Работать вообще не разрешалось, так как по студенческой визе работать можно ограниченное время. И только когда каникулы, и только там несколько часов вообще в неделю. Это было сложно зарабатывать деньги. Ну, приезжать в Германию можно только когда ты покажешь, что у тебя есть на что жить. Да. И что, да, что такие у нас законы, Да. Ну, тогда были, и да. Но ты, получается, израильское гражданство у тебя тоже есть? Израильское я уже отдала. Ты отдала. Да. У меня, когда я В общем, у тебя кроме немецкого никакого больше нет, да? Когда я получала немецкое гражданство, тогда еще было нельзя оставлять свое. И пришлось отдать свое израильское, но то, что мне было не проблема отдать свое тогда, потому что я уже вообще не летала в Израиль очень редко и могла бы просто лететь по туристической визе на 3 месяца, это было вообще не проблема. Да. Хорошо, такой вопрос. И потом ты, когда отучилась, кем ты работала? Я сначала училась, потом я немножко работала в Берлине, потом я опять поступила на мастера в Мюнхене, потом я училась, я долго училась, можно сказать так, всего 6-7 лет, и подрабатывала много, и как-то так. Очень много уже попробовала. Потом я начала работать в Гамбурге, переехала в Гамбург и нашла там работу хорошую. И так и начала работать, пока... Да, и очень долго жила потом в Гамбурге. И да, до переезда в Австрию. Так, интересно очень, да. И ты начала работать. Расскажи, пожалуйста, вот всем, наверное, будет интересно, как так вышло. Вот могу ли я спросить, сколько ты по тем временам получала зарплату? Какая зарплата была? Да, по тем временам зарплата была маленькая. Я получала, по-моему, где-то 2000 евро. И это было до налогов. Ну, где-то чистыми мне давали 1500 или там что-то вообще. Ну, я рада была вообще любым тогда, любым новым, скажем так, да, просто учиться чему-то, просто что-то новое пробовать себя в любых сферах. Я очень много меняла компаний, потому что всегда было что-то интереснее, что-то лучше, что-то больше мое. И так постепенно могла и
продвинуться и в зарплате. Ну и с каждым новым переходом на другую работу было поднятие зарплаты, правильно? Да, ну, конечно, да, это можно, когда переходишь на новую работу, на новую фирму, можно уже начинать заново торговать со зарплатой, и это, конечно, всегда помогает, поэтому... Ну вот мне все равно вот интересно, как все-таки у тебя удалось купить квартиру в Гамбурге на то время? Или на то время ты уже больше получала? Ну, на то время я больше уже получала, и у меня была такая стабильная работа уже несколько лет, потому что это важно, когда ты берешь кредит в банке, что у тебя была стабильная работа, и что у тебя был контракт рабочий без ограничения времени, и просто хороший заработок. Но они вот в банке, когда я подавала на кредит, потому что я не могла, конечно, сама купить квартиру, не было никаких накопленных денег. Я подала на кредит, и тогда в 2015 году, когда вообще очень были хорошие проценты в банке, да, когда можно было взять кредит, тогда было вообще меньше, ну почти 1%. Да. И сколько ты платила, получается, в месяц за квартиру? Месяц получалось меньше, чем если бы эту квартиру брала в аренду. Снимала бы, да, если... Поэтому это было очень выгодно тогда покупать какую-то недвижимость. И я как раз нашла квартиру хорошую, 3-комнатную около Гамбурга, недалеко. Да. И вложилась в нее, и очень рада этому. Да. Это было очень хорошее решение тогда. Ну да, это было реально вот очень хорошие проценты в банке тогда, в 2015 году. Все тогда очень много покупали квартир, недвижимости просто по кредиту. Конечно, у меня кредит был 100%, все деньги были через банк, поэтому... Да. Ну, у тебя не было своего вообще капитала, ты нисколько не... И тебе все равно дали кредит, да? Да. Вот это тоже интересно для некоторых людей, потому что обычно все привыкли, не то что привыкли, все думают, что обязательно нужен свой собственный капитал, обычно это 10%, но вот Настя говорит, что не понадобился, скажем так, и получилось все. Хорошо. Ты за сколько, получается, квартиру купила в свое время? Тогда квартира была за 155 тысяч. Да. И я еще вложилась в ремонт и кухня. Ну, где-то она у меня вышла, наверное, в 180 тысяч. Ты еще там ремонт делала, да? Да, я все делала, все заново, потому что она была в плохом состоянии. Поэтому была и цена такая хорошая на нее. И я все поменяла, и полы, и двери, и новую кухню вставили, и все поменяли. Все. Ну, как бы был такой хороший ремонт на 2 месяца, но зато она была как новая. Да. И да, я тоже хочу сказать, что мне дали кредит, хотя я вот брала квартиру только одна, как без партнера, без мужа, без какой-то другой поддержки. Мне банк дал, потому что была работа, был стабильный заработок. Просто, да, не надо, наверное, ничего бояться, просто идти спрашивать. Спрашивать, да, и могут все дать, потому что это все очень индивидуально решается, и не надо ничего бояться, не надо ничего там придумывать, додумывать. Мне кажется, это легче просто пойти в банк, сделать термин и спросить. Показать какой-то пример квартиры, которую бы хотелось купить, и сказать, вот, у меня такие идеи, может ли мне банк спонсировать, не спонсировать, а финансировать, как бы помочь эту квартиру. И в то время у тебя была еще BMW единица, да? Она тоже была у тебя финансированная? Да, в то время я тоже взяла тогда машину, но она недорогая была, поэтому да, тогда тоже было выгодно брать кредит машины. Там процент был маленький, 3%. В общем, Настя очень яркий пример, как можно все-таки распределять свой бюджет и при этом, можно сказать, жить на полную катушку и все иметь, и собственную квартиру, не скитаться по съемным квартирам и так далее. Ну, очень интересно. Забегая наперед, ты ее продала, да, эту квартиру? Я ее в прошлом месяце продала, да. Можно спросить, за сколько? Ну, вот за 240 тысяч я продала, на что она хорошо выросла в цене. И в итоге у меня сейчас мне надо еще отдать кредит, конечно, банкам. Надо. Ну, я думаю, чистыми у меня останутся тогда после всех кредитов 110 тысяч.
Мгм. Ну, вообще, это, конечно, это супер, это то, о чем я рассказывал, что, в принципе, покупая свою недвижимость, в проигрыше остаться очень сложно, скажем так, Да. потому что недвижимость везде дорожает, потому что насколько у вас поднимается инфляция, в принципе, настолько постоянно дорожает и недвижимость. Это не касается автомобилей, ну, кроме каких-то раритетных, скажем так, а недвижимость всегда, да, дорожает. Ну, кроме тех, конечно, если у вас совсем старый дом, либо частный дом, у которого может устареть все его, скажем так, канализация, там, водоснабжение, газ. И в Германии это очень от цены зависит, потому что, например, новые газовые уже никому не надо. Еще есть масляное отопление, когда сжигается так называемое, ну, как дизель, Heizöl. И от этого тоже будет зависеть, потому что люди, конечно, не хотят уже больше такое, они хотят уже с вärmepumпой, которую закачивает, хотят уже на крыше солнечные панели и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это очень хороший совет всем, если есть возможность, да, берите квартиры. Ну да, это просто надо тоже смотреть и решать это, наверное, вопрос со специалистом, который может за вас посмотреть состояние квартиры. Мгм. Вот именно такой инспектора можно нанять Да. по квартирам, который он будет проверять все и говорить вам реальную стоимость квартиры, потому что многие цены бывают завышены. Мгм. И если взять такой, как Gutachter, Да. так сказать на русском, Ну, оценщик, да. оценщика, да, ему заплатить какую-то реально символическую цену за это, потому что это стоит этих денег, чтобы реально оценить перед тем, как вы покупаете недвижимость, ее цену и сколько потом в нее надо вкладываться. Чтоб не рисковать, да, в этом плане. Да. Ну, это вот еще один хороший совет, конечно. Следующий вопрос. Ты уже больше не живешь в Германии. Уже не живу, да. Почему? Расскажи, пожалуйста. Почему ты... Ну, Германия, в принципе, как ты думаешь, это вообще хорошая страна для жизни? Ну, это тоже очень такой индивидуальный вопрос. Я все-таки думаю, что да, потому что Германия такая очень удобная страна для иммиграции тоже, потому что очень много помощи, очень много... Как бы ты не останешься здесь на улице, мне кажется, никогда. Тебе там... Ну, если ты сам этого не хочешь. Если ты сам хочешь и работать, и учиться, и учить язык, Да. то если ты сам движешься по жизни, то, мне кажется, в Германии это удобная страна для этого. Но в Германии свои, конечно, минусы. Но я жила в Гамбурге, на севере Германии, поэтому могу просто сказать, что для меня зима была просто это депрессия. Депрессивный такой период, когда очень холодно, мокро, туманно, и у нас дикий ветер на севере, и очень мало солнечных дней. И я просто очень люблю горы, очень люблю зимний спорт, и поэтому я решила опять все поменять в своей жизни и решилась на эмиграцию в Австрию. И очень рада этому шагу, потому что я переехала больше 3 лет назад. Я переехала в Фуальберг, это около Боденского озера. И живу сейчас в Австрии, да. Ну, живу как немка, и пока у меня немецкий паспорт, и пока это не будут ничего менять, но да. Ну вот как так вышло, что у тебя, смотри, своя квартира, своя машина, в принципе, можно сказать, в этом плане все хорошо. Вот что все-таки двигало тобой, что ты сказала, блин, все, мне надоел Гамбург, мне надоела вообще вот эта жизнь на севере Германии, и я хочу уехать за 1000 километров в Австрию, жить почти в горах. Ты в горах, да, тогда жила? Ну и сейчас живешь тоже. Вот как ну, вот многие сейчас спросят, ну как можно взять, просто уехать, да, со своей квартиры, уехать в другое жилье, его там платить за него, снимать. Там же вы снимал, да? Да. Сейчас я снимаю жилье, да. И вот объясни, пожалуйста, как это, ну вообще. Ну, наверное, я бы сказала просто, что ты,
когда ты чем-то, как бы, конечно, можно быть за все благодарны, все, что есть в жизни, и как-то успокоиться. И, ну, мне что-то не хватало все равно, потому что я много путешествую, я много видела мир, и как-то могу тоже сравнить как бы для себя, что мне приносит удовольствие, что мне приносит хорошее настроение и больше удовлетворения в жизни. И я просто поняла, что я очень далеко живу от границы какой-то другой страны, в Гамбурге, когда я жила. И мне бы хотелось, конечно, если из Гамбурга поехать в Италию, то это вот целый день в машине, это где-то 10 часов в машине, или там какую-то другую страну, в Голландию можно за 5 часов доехать. Но мне вот именно хотелось какие-то теплые края, где больше солнца, и чтобы поменьше летать, а больше путешествовать на машине или на поезде. Вот. И еще я где-то слышала просто рассказ одного, не знаю, из книги или какого мужчины, что он тоже жаловался на погоду, на плохую погоду, и просто сказал, у меня настроение очень зависит от погоды. Почему у меня плохое настроение? Потому что нет солнца. И вот я 300 дней в году без солнца, и у меня 300 дней в году плохое настроение. Вот надо что-то менять. Надо что-то менять, и если это вот очень такой фактор, это для меня был важен. Вот как вы видите, мы сейчас на солнце стоим зимой. Да. И после зимы у меня всегда очень такой хороший тон кожи, потому что мы всегда на солнце, в горах, и отдыхаем, и на свежем воздухе. Мне просто хотелось еще быть ближе к природе, ближе к горам. И мне ничего не держало, можно так сказать. И я поняла, что квартиру можно просто сдавать, машину можно перевезти, взять все с собой. Да. И тебя ничего не держит. И мне кажется, это просто еще один шаг к жизни, который еще лучше, еще счастливее. Да. Если тебя ничего такого не держит, там, как, например, больные родители рядом должны быть, или какие-то есть обстоятельства, конечно, которые очень усложняют переезд, но у меня их не было, поэтому я решила все менять, и пока есть силы. Пока довольна. Ну, в общем, и получается так, что долгое время ты сдавала там квартиру, да. И на эти, как бы, можно сказать, деньги ты снимала здесь, скажем так. Да. Вот. И потом эти съемщики, они купили эту квартиру, да? Мне очень повезло. Да. Что мы все сделали продажу очень быстро, без маклера, и мои же съемщики, они хотели купить мою квартиру, да. И они довольны, и ты довольна осталась. Все довольны, всех все хорошо. Это классно. Но все-таки вот расскажи немного про свою работу именно в Австрии, скажем так. Быстро ли ты ее нашла? И вообще ты в Лихтенштейне, да, работаешь до сих пор тоже? Я никогда не работала в Австрии с переезда сюда. Я сразу искала работу в Швейцарии или Лихтенштейн, потому что тут до границы 10 километров, и все едут работать, почти все, из Австрии, которые живут близко к границе, они едут работать именно в Лихтенштейн или в Швейцарии. А есть какая-то причина, почему это? Больше заработка. Да? Намного больше, да? Больше. Чем в Австрии. А в Австрии, кстати, меньше получают, чем в Германии, да? Не, почти так же, я бы сказала, да. Потому что... в общем, разница разительна, да? Да, мне чувствуется разница, и ты еще один день не работаешь, да? То есть ты не работаешь 100%? Я работаю 80%, всего 4 дня в неделю. И этого хватает полностью для жизни, для путешествий, для всего. Да. Вот такое у меня сейчас... У тебя новая бэха, да? Расскажи, что за бэха у тебя еще? У меня бэха. У меня черная бэха, она серая. Да. Я тоже ее взяла в лизинг. Да. А какой год? У нее 22-й. В общем, да, чтобы люди понимали, да, можно брать в лизинг бэху, ездить на ней, и, в принципе, на все хватает, да. Так, это очень, интересно. Ну вот расскажи, пожалуйста, можешь еще, скажем так, дать совет людям, которые думают, может им переезжать из Германии или в Германию, или из Германии хотят тоже работать в Швейцарии, хотят работать в Лихтенштейн или еще где-то. Вот какой ты дашь им совет, и вообще стоит ли это игра свеч, скажем так?
Ну, мне кажется, что если ничего не менять в жизни, и ты недоволен своей жизнью, то всегда стоит что-то менять. То, что ну, я могу только по себе говорить. Любой мой переезд, любые мои какие-то изменения в жизни, они были только в лучшую сторону. И я всегда как-то, ну, вот шаг за шагом стремилась жить лучше, в лучшем регионе, в лучшем, как-то, ну, для меня... Климате, да? Климате, да. И качество жизни улучшается с каждым разом. Поэтому для меня это всегда была выигрышная как бы ситуация. Конечно, я все это делала как-то обдуманно, смотрела, как и лучше. Если бы я, как бы, если была возможность продать квартиру раньше, я бы ее продала, но надо всегда ждать эти 10 лет в Германии, потому что тогда ты будешь платить шпекуляцион, что я, как сказать... Ну, налог на продажу, да, получается. А ты сейчас его не платила из-за того, что она уже больше 10 лет у тебя, да, была? Да, это интересно. Ну вот, слушай, еще такое. Вот мы сегодня находимся в Сант-Морис, да, это центр, можно сказать, швейцарских Альп, на мероприятии The Ice, где, в принципе, собраны самые сливки общества, да? Да. И можешь ли ты сказать, что вот есть такое судьба, да, вот судьба всегда благодарит, если вот человек какие-то делает для себя выводы и как-то меняет свою жизнь. Вот считаешь ли ты, что это так? Вот что вот дальше, чем ты не останавливаешься и дальше двигаешься, что все-таки тебя судьба благодарит, и она дает тебе дальнейший шанс, чтобы жить и чтобы жить лучше? Я абсолютно с тобой согласна, потому что мне кажется, вот именно то, что ты какой-то видишь мир и как живут другие люди, и как бы, конечно, это все сложно менять, сложно учить язык. И переехав в Австрию, я поняла, что немецкий здесь совсем другой. Да. А швейцарский немецкий — это вообще другой язык, можно сказать. Его очень трудно понять. И для меня вот первый год был просто шок, потому что я думала, я просто не понимала своих коллег, как они разговаривают. Они на таком сильном диалекте разговаривают. Но как-то к этому потом все привыкаешь, и становится все легче. И главное просто, наверное, даже, не знаю, какую-то легкость обрести, что сейчас весь мир движется куда-то, и все куда-то переезжают, и ищут какие-то лучшие для себя варианты жизни, улучшают качество жизни. Если есть возможность чему-то учиться, чему-то нового попробовать, и мне кажется, это всегда будет потом тебе... Или ты будешь жить лучше, или ты чему-то научишься, но ты всегда что-то выиграешь в жизни. И мне кажется, нельзя стоять на месте. Да. Это мой девиз. Не сидеть на месте, а именно что-то просто продвигаться или в голове, или физически. Или, да, вот у меня такой образ жизни, можно сказать. Ну и, наверное, последний вопрос. Вот, Скажи еще раз последний. Да. В общем, еще раз последний вопрос. Ты борешься со стрессом, да? Вот расскажи, вот была ли у тебя такая ситуация в жизни, что ты говорила, все, это край, я уже это не вывезу? Ну, во-первых, это всегда возвращаться фокус на себя, слушать, что тебе надо больше всего в этот момент. Если это тишина, или спорт, или природа, или просто взять какую-то паузу, или поменять, не знаю, рацион еды, или что-то такое. Мне кажется, вот именно фокус на себя перевести от окружающего мира, от самой проблемы на свой организм. Но мне когда сложно, я очень часто обращаюсь просто к профессиональной помощи, там, психолог, там, возьму там пару часов просто поговорить, чтобы что-то разъяснить, выяснить там для себя. Это мне всегда помогало. Или, и провожу очень много времени на природе, чего-то новому учусь. Да, мне кажется, вот именно вот природа, силы природы всегда помогает. Мне очень помогает, да, именно куда-то поехать в горы или на лыжах покататься, или просто это делает какие-то чудеса в твоей голове, и это просто какая-то абстрагироваться
от своей проблемы увидеть, что вот эти горы стоят миллионы лет, и у тебя такая маленькая проблема по сравнению с тем, что они видели уже в этом мире. Ну, это как-то мне помогает так думать, наверное. И не было еще никакой проблемы, что была нерешаемая или нет решения. Поэтому всегда найдется решение, просто вы его сейчас не видите и увидите попозже или когда вот отдохнете головой и на следующий день. Да. Вот. И всегда радоваться следующему дню, Да. что принесет следующий день. И да, жить здесь и сейчас. Да, супер. Ну, в общем, да, спасибо большое, Настя, за это небольшое интервью, да. Спасибо. Как я уже говорил, меня всегда вдохновляет этот человек, и я стараюсь в определенных вещах брать с нее пример, как жить, как дальше развиваться, что надо не бояться переезжать, не бояться чего-то нового раскрывать и так далее и тому подобное. Да. Да. Спасибо. Все, большое. спасибо. Спасибо. Все, тогда всем пока. Увидимся.